Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хотел бы немножко поговорить с вами про стрит-фотографию. Вернее, конечно, не про саму суть стрит-фотографии. Увидел просто довольно большое количество странных роликов, где люди, не совсем понимающие, что значит стрит-фотография в ее классическом смысле, естественно. Обратил внимание, что люди в последнее время вообще, в принципе, достаточно сильно хотят с какой-то целью размыть саму суть этого понятия стрит-фотография. Ну, некоторые люди, которые этим занимаются, они просто тупые, в этом нет ничего особо плохого такого, они просто не знают историю, не понимают философию этого направления фотографии и так далее. То есть это не так страшно. А есть люди, которые, наоборот, злонамеренно притворяются стрит-фотографами, хотя занимаются совершенно чем-то даже близко не похожим на стрит-фотографию, так сказать, мимикрируют притворно под стрит-фотографов. В первом случае, как я сказал, в общем-то, ничего страшного, это достаточно безобидные создания, они просто по некоторому незнанию, непониманию начинают считать стрит-фотографией все, что не попадя. И это, опять же, легко поправимо, если эти недостающие знания им преподнести, разжевать, положить, объяснить и так далее, рассказать им, что такое стрит-фотография, нормально, доходчиво, и все, проблема решена, они примут это к сведению, если не полные дебилы, и все будет у них хорошо. А вот вторая категория, про которую я сказал, которые занимаются вот этой вот мимикрией под стрит-фотографов, они как раз пользуются незнанием первой категории. Они вот этих незнаек оболванивают и для них выглядят такими вот прям молодцами и красавчиками, хотя на самом деле они занимаются какой-то ерундой. Ну и сейчас я попробую нормально, более детально объяснить, про что говорю. Вот, к примеру, про первую категорию, которую я выделил, просто люди, которые не знают, что такое стрит-фотография и хотят ею называть все, что им там взбредет в голову. Есть у меня один приятель в Дагестане, который снимает постоянно там какие-то свадьбы и прочую вот такую вот ерундистику. И однажды он мне как-то скидывает фотки и говорит: смотри, какой я стрит поснимал. А там на фотографиях у него, собственно, какие-то брачующиеся люди, там на фоне тачек, на фоне там каких-то красивых цветочков и так далее. И плюс еще фотки каких-то кустов, безусловно, симпатичные. Но я, честно говоря, не совсем понял, при чем здесь вообще стрит. В общем, несмотря на то, что он снимает свадьбу, парень неплохой, и как бы я без какого-либо негатива немножко поржал. И все-таки решил у него спросить, почему же он считает вот эти фотографии, которые мне показал, стритом, почему он их так назвал, почему он назвал это стрит-фотографией. И он мне так простодушненько берет и отвечает: так потому что я снимал на улице. В этот момент я, конечно же, себе фейспалмом чуть лоб не расшиб. Конечно, вдоволь насмеявшись, я потом ему нормально доходчиво объяснил, что такое стрит-фотография, с примерами, показал ему там условного какого-нибудь Брюса Гилдена, чтобы он понимал, что такое стрит-фотография, и объяснил, что свадебные вот эти все фоточки, которые он делает, вот это все непотребство, которое происходит на свадьбе, это репортаж, потому что ты снимаешь конкретный ивент, конкретное мероприятие, и у тебя есть тематика, которую тебе нужно обязательно запечатлеть. Собственно, определенное событие, ради которого все и собрались. Так что это репортаж, и никоим образом не стрит-фотография. Хоть ты ее на улице снимаешь, хоть ты ее, не знаю, там в подъезде или в дворце бракосочетания снимаешь. Никаким образом это не стрит. И фото кустов, которые он тоже прислал, я, естественно, оценил. Замечательные, красивые кусты. К ним вопросов вообще никаких нет. Кусты – это здорово. И парень называл стрит-фотографией то, что ею не является, просто по незнанию. Так что в этом нет ничего ужасного. Мы с ним об этом поговорили, он понял, что такое стрит-фотография, насколько я могу судить, да, он разобрался немножко в вопросе, может быть, там гуглом воспользовался и так далее. Все, вопрос закрыт, никакой проблемы нет. Но сейчас появилось огромное количество каких-то людишек, которые занимаются якобы стрит-фотографией. Я прямо даже еще в кавычках скажу, больших таких стрит-фотографий. Я, к сожалению, избежать этого не могу. В определенных приложениях и так далее у себя там на смартфоне я, конечно же, отключаю всякие вот эти короткие ролики, там вот эти все тиктоки и прочее вот это дерьмище, которым там занимаются малолетки под ритмичную
ритмичную музычку кривляющуюся, это все мне не особо интересно. Но волей-неволей все равно иногда попадается, опять же, с компьютера, когда смотрю там тот же YouTube, мне вечно вылазят, ну, видимо, как-то там по каким-то алгоритмам, такие вот короткие шортсы с как раз подписью там стрит-фотография, стрит-фотографии по-английски, точнее. Ну, я человек все-таки любопытный, думаю, гляну, что же там за стрит-фотография такая у нас скрывается в этом ролике, удивительная. На превьюшке там, если что, какие-нибудь симпатичные девчонки все время. Я такой думаю, ну, интересно, давай посмотрим, что же там такое. Но в самом ролике я наблюдаю картину следующую. Там идет какой-нибудь паренек, сам себя он не снимает, он снимает все, что вокруг происходит. В руках у него, как правило, там какая-нибудь нормальная полнокадровая беззеркалочка, типа A7M3, A7M4, там Canon EOS R6, например, там. И на тушку у него, конечно же, надет какой-то длиннофокусный объектив с большой светосилой. Чаще всего там наблюдаются какие-то или 85 мм, или 135 мм. Но бывает иногда, я, по-моему, видел там 70-200 даже в 2.8. Конечно же, на всех этих снимках, которые он делает, диафрагма открыта максимально. Он идет себе по улице, ему там навстречу какие-нибудь симпатичные девчонки, он их щелкает, шлеп-шлеп-шлеп. Все красиво, замечательно, под музычку показывает, как он это все снял, у него там и бакешечка прекрасная, и, в общем, все замечательно, милые девчонки улыбаются, все рады, довольны, но это не стрит-фотография. И это вообще скорее хуйня какая-то на постном масле. Ибо чел, который это фоткает, он снимает только каких-то красивых девчонок без какого-либо контекста, буквально там 2-3 фотки, и это... Фотография не несет никакого смысла, по мне так. Потому что, ну, сфоткал ты девчонку с красивой бакешкой на улице, и что? Это просто портрет какого-то незнакомца. И что он несет? Какой смысл? Это просто портреты прохожих, причем еще и дополнительно отобранных по внешним данным. То есть он снимает только красивых девчонок, только там каких-то улыбчивых юных созданий и так далее. Еще я видел другой тип таких вот стрит-фотографов, но там немножко по-другому идет сценарий. Паренек идет, опять же, снимает себя или на мобилу, или на экшн-камеру, там, на груди, скорее всего, закрепленную, и у него, опять же, в руках какой-то нормальный полнокадровый фотоаппарат с хорошим портретничком. Он подходит к каким-нибудь симпатичным девочкам, как правило, симпатичным девочкам буквально там модельной внешности, с ними разговаривает, говорит, что вот я такой-то, такой-то, давайте сделаем с вами несколько фотографий, все там довольны, все улыбаются, у всех все хорошо, девочки получили красивые фоточки, парень получил контент. Вроде как все довольны, все хорошо. Портретируются люди, как я уже сказал, на длиннофокусную, очень светосильную оптику, там большое количество бакешечки, красивое размытие. Все смотрят на фоточки у него на экранчике фотоаппарата. В общем, улыбаются. И вообще всяческая милота. Но, черт побери, ребята, зачем вы пишете всегда в названии стрит-фотографии? Это ни хрена не стрит-фотография. Ты просто снял кого-то на улице, и это, по сути, обычный портрет незнакомца, и то он незнакомцем был для тебя буквально первые пару секунд до того, как вы обменялись контактами, и ты там профиль в Инстаграме свой ему скинул. И тут еще больше претензий, потому что в первом случае вот эти челики на расслабоне идут и снимают хотя бы действительно прохожих, которые им специально не позируют, ну, там, какое-то время, а просто случайных, да. А здесь тебе уже даже специально позируют, и вы с человеком обменялись контактами, ты с ним провел какую-то работу, поставил его определенным образом и так далее. По сути, это вообще просто обычный портрет, ничем не примечательный. Ну, еще дополнительно эти ролики вот второго типа попахивают постановой, потому что люди как-то слишком уж легко соглашаются на то, чтобы посниматься. Ну, не то чтобы прям люди все там должны в страхе убегать от фотографа и камеры. Нет, далеко не так, но что-то уж совсем легко там прям все соглашаются, как будто он их там волю ломает за доли секунды. Ну и опять же вызывает некоторые вопросы у меня то, как излишне эмоционально реагируют люди на увиденные фотографии. Он там показывает на экранчике фотку необработанную, снятую в раве, и типа у всех такой восторг, как будто там, блядь, что-то невероятное чудо какое-то случилось. Ну, иногда бывает совсем уж странновато, когда я видел ролик, где
чел идет по парку, сидит на лавке девица, которая с просто идеальным мейком на лице, как будто только что от визажиста вышла, и такой просто подходит к ней, говорит: что ты тут делаешь? Она такая смотрит в одну точку: о, я просто сижу. Ну, блин, ну как-то это слишком искусственно выглядит. Я не понимаю, нахрена себя так идеально малевать, чтобы просто посидеть на лавке. Это, ну, как бы какая-то херня. Ну и странно, что они все время, опять же, выкладывают только ролики какие-то на позитиве. Я нигде не видел какой-либо нарезки, где их нахуй посылают при попытке поговорить или там просто предложить сфотографироваться. Потому что это определенно должно было бы случаться в реальной жизни. Может быть, это и случается где-то за кадром. Я сейчас, в принципе, только спекулирую. Я не говорю, что это прям обязательно все постанова, но выглядит просто странно, на мой взгляд. Казалось бы, да бог с ними, пускай они себе фоткают на портретники и телевики девчонок каких-то на улице незнакомых, обмениваются с ними контактами. Что в этом плохого? У всех как бы все замечательно, девки довольны, пацаны довольны, все хорошо. Да я как бы против этого-то ничего и не имею. Пускай себе фоткаются на здоровье как хотят. Мне неприятно другое. Неприятно то, что они ставят везде в название и пишут какие-то хэштеги стрит-фотографии. Хотя к стрит-фотографии это абсолютно не имеет никакого отношения. Это, я считаю, манипулятивная какая-то практика писать стрит-фотография под такими фоточками и под такими роликами. Это просто нечестно, как-то глупо и вообще даже по мне так омерзительно. Но я считаю, что нельзя настолько сильно подменять понятия. Допустим, давайте приведу пример из самого такого примитивного автопрома какого-нибудь. Вот существуют автомобили. Лада 2109, какая-нибудь убогенькая девятка, да, представили себе, там визуализировали, я тут где-нибудь ее вот тут нарисую. И есть, допустим, Ferrari F50, такая прекрасная, суперэлитная, суперкар автомобиль красного цвета, вот тут вот будет он, появится. И вроде бы у них у обеих двигатель внутреннего сгорания, у них у обеих 4 колеса и так далее, да, то есть вот вроде бы прям очень похоже, но я думаю, что вряд ли кто-то захочет назвать Ладу спорткаром или там какой-то элитной машиной. То есть это совершенно разные вещи. И в данном случае, если мы вот эту метафору продолжаем, и то фотография, и то происходит вроде как бы на улице, но вы понимаете, да, наверное, разницу после всех моих речей. И я говорю о том, что когда вот эти фотографы, они взаимодействуют со своими моделями, это выглядит, ну, примерно так же, как я, допустим, связался бы в какой-то соцсети с моделью, договорился бы с ней посниматься, провел бы там всякую работу, мы подобрали бы с ней лук, там, условно, договорились в какой-то локации определенной посниматься, я бы там взял кучу объективов, и мы бы с ней произвели съемку. Здесь просто минуется вот эта часть договоренности предварительной. Человек все эти договоренности делает за пару секунд, и все равно он делает обычные совершенно, ну, заурядные портреты случайного прохожего, да, там на светосильную оптику красиво выделен объект у тебя бакешечкой, но тут стрита-то тут нет, это ни разу не стрит-фотография. Настоящая стрит-фотография, она близка все-таки, наверное, чуть-чуть к репортажу, но она не привязана к какому-то определенному событию, к какому-то ивенту, вот, к чему-то такому принципиально важному. Она все-таки немного спонтанна, потому что тот же репортаж, допустим, из горячей точки, он привязан, ну, к освещению там конфликта какого-то вооруженного, или там репортаж со свадьбы, он привязан, ну, собственно, к этому празднеству. Но стрит-фотография, она более случайная, и она, ну, призвана показать, наверное, как-то жизнь без каких-то прикрас, без какой-то вот излишней обработки или твоего проникновения в нее. Ну, то есть ты в ней работаешь как художник, который что-то запечатлевает, но при этом сам он не до конца туда включен, он как бы наблюдатель. И при этом ты не ставишь перед собой самоцели вот прямо сейчас снять, допустим, там репортаж о чем-то. Ты ловишь прекрасные какие-то моменты. Без постановки, без подготовки, без каких-либо манипуляций с твоей стороны. Ты просто должен вовремя, на твой взгляд, да, как бы в какой-то ситуации сделать нужное фото. И есть разные опции. То есть можно, например, как Анри Картье-Брессон, ждать какого-то решающего момента. То есть можно действительно просто застыть где-то и ждать, когда вот
что-то прикольное случится, и в этот момент щелкнуть. Мужик едет на велосипеде с очень хорошей такой идеальной композицией снято. Фотограф действительно готовился к этому снимку, он там, можно сказать, иногда проходя дежурил, ждал какого-нибудь интересного вот происшествия или чего-нибудь такого. Это нормальный подход, такое тоже допустимо, это не считаю я такой уж прям манипуляцией. Ты просто нашел какое-то прекрасное место и хочешь в этой композиции закомпоновать какое-нибудь происшествие человека или что-то вот такое. Хотя мне вот Картье-Брессоновский стиль не очень близок, но я его все равно уважаю. Мне ближе, конечно, снимать скрытно, то есть там от бедра как-то, из-под тишка, делать снимки так, чтобы люди вообще не поняли, что ты в принципе их снимаешь, чтобы они не начали притворяться перед камерой. Это скорее такой стиль, который ближе к работам Дайда Мариямы, вот он мне прям нравится, вот это мне более по душе. Ну, я опять также люблю и быть в гуще событий, и снимать я предпочитаю все-таки на достаточно широкий угол, что заставляет меня подойти близко к объектам съемки. Можно, конечно же, врываться, проникать в какие-то происшествия, может быть, даже их создавать. И это тоже, наверное, не противоречит сути стрит-фотографии. Может быть вовлечен так примерно, как, допустим, Брюс Гилден, который делает такие снимки со вспышкой в лоб. Вот это, в принципе, тоже никак не противоречит сути стрит-фотографии. Здесь ты вовлечен, но все равно остаешься беспристрастен, ты запечатлеваешь какой-то интересный момент. И опять же, ты не ведешь никакой работы подготовительной с моделью, никто никому не позирует, это просто случайный снимок, внезапный. Вообще, если хотите, могу в будущем сделать какую-нибудь серию видео, там, допустим, про историю, там, про философию стрит-фотографии, могу про каких-то значительных стрит-фотографов, которых я уважаю, которым стоит присмотреться, да, для общей такой насмотренности, чтобы понимать, что такое стрит-фотография. Могу про это все подробно, интересно как-нибудь рассказать. Меня эта тема самого достаточно сильно волнует. Ну и, конечно же, могу поделиться там своим опытом. Я довольно активно снимаю стрит-фотографию, стараюсь ее немножко разнообразно снимать. Кое-какие лайфхаки, там, советы у меня уже народились. Могу кое-что подсказать начинающим людям. Если интересно, в общем, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну, вообще, по теме, которую я сегодня затронул. Давайте ее обсудим. Ну и пишите, интересно ли вам будет посмотреть про стрит-фотографию, если я буду что-то рассказывать. Ну и что самое главное, пожалуйста, не называйте стрит-фотографией все подряд. Все-таки придерживайтесь каких-то минимальных приличий в этой области. Стрит-фотография – это не съемка симпатичных девчонок на портретник на улице. Ну, я желаю вам всем хороших снимков. До новых встреч. Пока.